Доброе утро с ребенком начинается вот так. Мы встали 2 часа назад. И, к слову, вечером все было убрано. Солнышко, зачем тебе чемодан? Ты туда положишь, машинки положишь в него? Хорошо, солнышко, клади машинки. А мама пойдет поубирается. Привет, ребят! Меня зовут Светлана и добро пожаловать на канал Лана Инки. Сегодня я хотела бы провести для вас рум-тур по нашей квартире, пока мы еще не переехали и не распродали все, что здесь есть. У нас трехкомнатная квартира, мы ее снимаем на очень выгодных условиях, потому что сейчас в стране экономический кризис и цены взлетели в 2, то и в 3 раза, но наш арендодатель не стал повышать нам плату, и в месяц она стоит нам 1800 лир плюс коммунальные. Это примерно 110 евро. Мы живем в Стамбуле, в обычном спальном районе. Это не какой-то элитный район, но и не гетто. Вообще в Стамбуле есть такая особенность, что районы города могут кардинально отличаться друг от друга. Например, здесь есть более религиозные районы, где можно увидеть больше закрытых женщин, либо наоборот районы, как, например, мой любимый Кадыкёй, который, я бы даже сказала, немного хипстерский и богемный. Мы живем в районе Умрания, мы переехали сюда из-за работы мужа, чтобы его офис был в пешей доступности, но, как оказалось, в этом не было необходимости, потому что началась пандемия, и муж стал работать из дома и до сих пор работает из дома. Наш район немного религиозный, он идеально подходит для жизни семьи, особенно если есть ребенок. Здесь много парков, много детских площадок, но также есть, например, большие торговые центры. Один из них мне очень нравится, это торговый центр Мейдан. Там магазины находятся на улице, и можно одновременно прогуляться и насладиться шопингом. А еще там есть огромная детская площадка и классный парк аттракционов. Мы туда часто ходим, например, с сыном летом. В общем, я буду, наверное, скучать по этому району, но уверена, что нас ждет светлое будущее, и мы обустроим себе такое же уютное гнездышко, как и сейчас. Hoş добро пожаловать! Проходите, я покажу вам мой дом. Наша прихожая. Здесь у нас сразу стоит небольшой портманто, обувница. Здесь пуфик, лесенка для сына, чтобы он везде мог достать. Здесь у нас такая полочка, мы уже все сняли, с нее все украшения. До этого здесь стояли разные статуэтки. И здесь у нас шкаф, там храним некоторую верхнюю одежду, которую постоянно носим часто. Но хотя сейчас уже пора бы разобрать, уже тепло. Это наша кухня. Вот здесь, конечно, самое главное на кухне — холодильник. Это наши фотографии. Это фотография сразу после росписи. Я здесь такой пухляж, не знаю, как муж вообще меня выдержал на руках. Магнитики, шкафы. Здесь еще не разобранные овощи. Муж недавно принес из магазина. Тостер. Внизу посудомоечная машина. Шкафы. Раковина. Здесь шкафы с посудой и с конфетками, которые я прячу от ребенка, чтобы он их не ел слишком много. Здесь полочка со всякой мелочью. Масло оливковое, масло подсолнечное. Ящики. Вот остались на ящиках еще замки, когда ребенок совсем был маленький, чтобы он оттуда ничего не взял. Здесь у нас просто столовые приборы, всякая мелочевка, еще столовые приборы, всякие пакеты, половники. Варочная панель, покупали ее отдельно, потому что у нас не было встроенной плиты. Это предмет, который есть в каждом турецком доме, такой двухэтажный чайник. Внизу вода, а наверху заварка. На самом деле очень удобно. Окно с прекрасным видом прямо в стену. Здесь у нас водонагреватель. Внизу полочка под овощи и не только.
Пакет с пакетами. Вода. Тут у нас небольшая кофе-станция, собственно, кофемашина, набор сиропов, чашечки. Пониже находится микроволновка, здесь всякие кухонные полотенчики и маленький духовой шкаф, тоже потому что нету встроенного. А вот в этих ящичках внизу я храню разные крупы. Ну и последнее, наш кухонный стол. Здесь водичка, бумажные полотенца. Здесь у нас детская. Кровать-машина. Вот такая. Шкафчики. Не люблю, когда что-то стоит наверху, но деваться некуда. Приходится хранить некоторые вещи вот так. Здесь у нас парковка автомобилей, стеллаж еще с игрушками, с книжками. Обычно это все, конечно, разбросано в течение дня. Еще большая коробка с игрушками. А это наш небольшой спортивный уголок. Тоже чемоданы там лежат, потому что их сейчас некуда ставить. Не помню, на самом деле, когда последний раз занималась, но как-то надо восстановить, что ли, последний месяц позаниматься. А то жалко, пропадает добро. Потому что мы, скорее всего, это продадим или отдадим родителям мужа. И здесь столик с чашечками, с чайником. Иногда мы здесь с сыном пьем чай. Он мне приносит, наливает в чашечках. Вот такая у нас мальчишеская, детская. Наша спальня. И самое главное, конечно, здесь кровать. Вон там в углу стоит гитара в чехле. Но у нас сейчас вообще все распихано по углам в доме, поэтому не обращайте внимания. Здесь тумбочка. Рамки на стену. До сих пор так и не вставили фотографии некоторые. Здесь у нас часы. Мне они очень-очень нравятся. Когда мы переехали, они уже здесь были. Здесь муж обустроил себе рабочее место. Там тоже наши фотографии в рамке. Окно. Здесь у нас рейл с одеждой. И здесь гардероб. Наша ванная. Это стиральная машина. Наверху храним порошки стиральные. Ну, у нас такие жидкие, привыкли уже ими пользоваться. Доместос. Здесь корзинка со всякой мелочью, которую мы не знаем, куда деть, чтобы она не валялась везде. Это аромат для ванной. Это моя любимая курица. Я ее вытащила в автомате с игрушками очень давно уже. И вообще автоматы с игрушками — это моя слабость. В этом плане я игроман. Она вот так расстегивается. Я вытащила из нее весь синтепон. И теперь храню там всякие резиночки, заколочки и прочее. Тут полотенце. Его, кстати, сделала тетя мужа. Сама вышивала. Вот это все, мне кажется, очень красиво. Шкафы. Забиты под завязку, надо их уже тоже начинать разбирать. Это я. Привет. Раковина. Полочка над раковиной. Зубные щетки. Вот здесь у меня есть еще такие лампы для макияжа с двух сторон. Мы их купили, причем в обычном супермаркете. Они работают на батарейках, но достаточно мощные. Часы. Мне почему-то очень удобно с часами в ванной, чтобы знать, сколько времени я потратила на душ. И вообще почему-то мне реально удобно, что часы есть в ванной, хотя это странно. Здесь у меня хранится швабра. Мне не очень нравится, как это выглядит, но поскольку пользуюсь достаточно часто, удобно, что она под рукой. Ну, здесь детские вещи. Ванна. У нас такая душевая кабина. Достаточно высокая, она получается как половина ванной. Как сидячая ванна. В принципе, меня вполне это устраивает, потому что именно ванну я принимаю редко, но иногда все-таки хочется. Хочется, чтобы была такая возможность. Санузел у нас совместный, поэтому вот здесь туалет, корзина с бельем. Бумага у нас вот такая, как в торговом центре. Здесь уже была вот эта штука, но на самом деле это реально очень удобно и очень экономично.
и наши халатики. Мама, папа, сын. На самом деле у нас 2 санузла в квартире, и вот это был раньше санузел, а здесь такой был туалет, который дырка в полу, вот раковина еще осталась, и зеркало. Поскольку квартира не наша, мы не могли его чем-то прям навсегда заделать, поэтому просто положили кусок фанеры, сверху положили коврик и переделали это помещение в кладовку. Здесь кажется, что все в большом беспорядке, но на самом деле это из-за пакетов так выглядит. Вот там у нас коробки с обувью. Это зонтик на балкон ставим иногда от солнца. Пылесос, корзина, чтобы развешивать белье. Вот тут старая наша обувница, там еще обувь какая-то тоже стоит. Детская коляска и сушилка для белья. Наша гостиная. Кстати, вот эти диваны все и кресла, мы делали обивку на заказ для них, и мне казалось, что вот эти цвета вместе будут смотреться очень клево. Но, в принципе, они неплохо смотрятся, но сейчас мне уже не особо это нравится, и мы будем их продавать. Ну, в любом случае нам придется продать, потому что мы переезжаем. Здесь стеллаж со всякими элементами декора. Сейчас, правда, конечно, вид портят коробки. Там лежат книги. Вот в той коробке я даже не знаю, что лежит. Это муж собирал. Но покажу остатки роскоши. Это наш Будда. Это же Будда, правильно? Я ничего не путаю. А вот эти штучки вырезал мой папа. В прошлом году его не стало, и я забрала из дома. Это мой первый подарок мужу, укулеле. Здесь цветочки искусственные. Я их не люблю, сами понимаете, с чем они ассоциируются. Но в Турции это вполне нормальное дело, и многие украшают ими дома. Здесь коллекционная машинка мужа, подсвечники, бокалы. Это моя орхидея. Наверное, она скоро зацветет. Я думаю, что мы уже не будем в Турции, когда она зацветет. Это один из немногих цветков, который у меня выжил. Это подарок наших друзей. Вроде бы это подставка под цветок, я так думаю, потому что она такая неглубокая. Это не ваза. Здесь игрушки ребенка. И опять коробки. Здесь мои коробки уже со всякими вышиваниями. Там обезьянка сына. А вот здесь, кстати, обезьянка мужа. Это его игрушка, когда он был еще маленький, его мама сохранила ее. Это наш цветок, фикус Бенджамин. Очень его люблю, он прям наш питомец. Но как-то в одну зиму у него очень сильно осыпались листья, и теперь он выглядит не совсем здоровым. Здесь у нас телевизор, тумбочка под телевизор, торшер. Наш стол. Обычно, кстати, мы ужинаем здесь, потому что мы любим иногда что-нибудь посмотреть за ужином. И вообще, в принципе, здесь как-то более атмосферно, мне кажется. Такая у нас есть лампа. Покупали вот эту миску, на самом деле, для декора. Положить туда что-то красивое. Получилась такая вот свалка, но хотя бы это не валяется по столу и по всему дому. Видите, там и очки вместе, и подставка под телефон, и все на свете. Кстати, у нас только тюль дома, но это не особенность Турции, это просто у нас руки не дошли купить шторы за 2 года. А вот здесь у нас балкон, сейчас я его покажу. Вот он, наш балкон. Он нас очень сильно спасал в пандемию. Окна выходят, правда, во двор, но тем не менее, даже этому мы были очень и очень рады. Вот там, кстати, прямо за стеной нашей спальни идет стройка, и поэтому можете слышать соответствующие звуки. А это картина, ну, картина громко сказано, но все же, в общем, это картина, которую мы делали с мужем вместе. Она не совсем получилась даже технически, но тем не менее украшает теперь наш интерьер.